Всем привет, народ, с вами Пазл, и для Dying Light The Beast вышло самое масштабное обновление 1.4. Столько контента в игре еще не появлялось ни разу, завезли как новый игровой контент, так и кучу технических нововведений, а также скидки на саму игру, бонусы, небольшие нововведения вроде свежих анимаций добивания. Начнем с самого главного и масштабного, это режим New Game Plus. Теперь вы можете перепройти историю Кайла Крейна еще раз, сохранив все свое снаряжение, оружие, прогресс персонажа с первого прохождения. И суть тут в чем? Если вы уже прошли основной сюжет, а это главное условие для разблокировки данного режима, то вы можете начать игру заново, но вся ваша накопленная сила останется с вами. То есть ты не теряешь все свои навыки, все снаряжение, все открытые способности, ты начинаешь историю заново, но уже прокачанным. Зачем это все? Чтобы почувствовать, что такое повышенная сложность. В этом режиме враги становятся злее, выносливее, наносят больше урона, и самое противное, в бою может внезапно появиться подкрепление. И это заставляет тебя вообще по-другому смотреть на каждую стычку здесь, но и награды того стоят. Ты получишь бонусный опыт легенды, который теперь напрямую масштабирует мощность твоего орудия, постоянно даря ощущение прогресса. Самое крутое, что этот режим можно проходить бесконечно. Прошел один цикл, открыл следующий, потом еще более сложный, с еще лучшими наградами. И так до бесконечности. Ну а для тех, кто захочет увидеть новый Кастер Вудс, красивый, с улучшенной картинкой и графикой, тоже завезли апдейт. И да, Dying Light The Beast — это игра и так с очень живописными местами, лесами, улочками, расчлененкой, национальным парком, бобром, маскотом и самое главное, конечно, паркуром, что позволяет смотреть на мир с самых неожиданных и высоких ракурсов и точек. И вот, чтобы усилить красоту и без того живописнейшего мира, разработчики добавили внезапно рейтрейсинг, добавляющий более реалистичное освещение, тени, отражения, позволяя еще глубже погрузиться в атмосферный и визуально впечатляющий мир игры. И если у вас, например, есть хороший ПК, то я бы на вашем месте точно попробовал эту обнову. Вы ничего не платите, получаете улучшенный графон. Другая вещь, про которую я уже упомянул, но про которую стоит сказать подробнее, это уровни легенды. Уровни легенды — это классическая эндгеймовая система прогрессии, которая расширяет развитие персонажа за пределы основной ветки навыков. То есть, когда вы достигнете 15 уровня, весь полученный опыт превращается в опыт легенды. Повышение уровней сложности и высокие уровни New Game Plus увеличивают количество получаемого опыта. Чем сложнее вызов, тем быстрее у вас будет прогресс. И каждый уровень легенды будет давать очки легенды, которые можно тратить на пассивные улучшения, например, увеличение здоровья, улучшение боевых характеристик, усиление режима зверя. И каждый такой новый уровень увеличивает максимальное здоровье на фиксированный процент, что помогает выживать вам на высоких уровнях новой игры плюс. Кроме того, с уровнями легенды появляется большой набор новых наград, контента, который стоит этого времени. Во-первых, в игре появилось 22 новых вида оружия. Рукопашное, огнестрельное, включая винтажные стволы. Также появилось 2 полных новых набора одежды. Это, по сути, 12 элементов экипировки. А еще новые легендарные скины для транспорта, если вы хотите украсить машину. По-моему, это просто безумие, учитывая, что это просто апдейт 1.4, это не платная DLC. И да, сейчас, конечно, самое идеальное время, чтобы начать или вернуться на апдейте, особенно потому, что сейчас идет огромная распродажа в честь Black Friday до 2 декабря включительно. Если вы ждали скидку, то, наверное, я думаю, это лучший момент, потому что есть 3 варика, как получить игру дешевле. Только помните одно, все, что я сейчас расскажу, оно не суммируется, но если вам интересно, как сэкономить, то есть 3 подхода. Во-первых, есть сейчас просто 20% скидка на Dying Light The Beast для всех. Это глобальная распродажа, она на всех платформах: Steam, Epic Games Store, Xbox, PlayStation. Вторая скидка — это для тех, кто в теме. Если у вас уже есть Dying Light 1 или Dying Light 2, то вы получаете 25% скидку на The Beast. И это эксклюзивное предложение для фанатов франшизы, кто имеет старые игры серии. Скидка применяется прямо на странице магазина, тоже очень хорошее предложение, получше, чем предыдущее. Ну и третий вариант, который вы можете использовать, это купон для друга, и вот это вообще классная тема. Если у вас уже есть любая из частей Dying Light, вы можете получить купон на 25% скидки и просто подарить его другу. Заходите на Dying Light Outpost, это сайт, где сейчас можно отслеживать всякие челленджи, обновки, и привязывайте свой аккаунт туда, и там будет кнопка «Подтвердить купон» или «Claim купон». Копируйте, отправляйте, и пусть друг пользуется. Ему даже не нужно иметь предыдущие части, он сразу экономит. Однако мы знаем, в России есть некоторые проблемы с покупкой игр, и это действительно не очень приятно, но обходится легко. И вот как вы можете сделать это, если еще не приобрели игру и вдруг хотите урвать ее на скидках. Во-первых, вы можете купить игру из любой страны СНГ, кроме РФ. Тут все просто, игра доступна в Steam, покупаете как обычно. А для тех, кто из России, напрямую купить в Steam и на консолях, к сожалению, нельзя. Но есть рабочие варианты. Можно использовать Steam аккаунт другой страны, например, Казахстана. Или как вариант покупать через проверенных реселлеров вроде IGM.
И если вы искали лучший момент, чтобы прикоснуться к этой игре, то распродажа Black Friday плюс New Game Plus — это, наверное, просто отличнейший момент. Но давайте уже вернемся к новому контенту, потому что это еще не все. В игру вместе с обновлением 1.4 добавились также и новые финишеры добивания. В игре теперь есть 3 новых добивания для еще более кровавых экзекуций. Для одноручного дробящего оружия, для двуручного дробящего и для двуручного рубящего. Это очень красиво, очень кроваво и прям следует посмотреть на это. И да, что еще интересно, за выполнение этих финишеров теперь вы можете получать награды в игре, потому что там сейчас проходят челленджи сообщества за определенное количество убийств тем или иным образом. И да, за это вы тоже будете получать плюшки. Еще в игре проходит событие, так называемое событие недели «Зов зверя». Оно будет идти с 27 ноября по 4 декабря, то есть довольно быстро пройдет, но очень интересно, потому что вы сможете получать награды, и все награды за выполнение челленджей будут высланы вам в игровой тайник после окончания события. Прогресс, опять же, можно отслеживать в Dying Light Outpost, про который я упоминал чуть ранее. А еще вместе с обновкой было, конечно же, очень много фиксов багов. Просто уйму багов убрали, которые вы могли встречать после релиза. Например, в апдейте исправлено более 200 проблем паркура и навигации, проблем с лестницами, уступами, маршрутами, скорректированы объекты окружения, турники, балки, леса для более плавного паркура. Облегчен ранний игровой опыт, теперь прокачиваться будет более приятно с самого начала, если вы вот только-только зашли в игру. Переработаны кривые выносливости. В начале выносливости будет побольше сможете исследовать. Добавлено редкое оружие рядом с первым лагерем, улучшен интерфейс в меню навыков, легче прокачиваться. Исправлено более 35 проблем, таких как падение FPS, вылеты, ошибки, краши. Исправлено более 70 визуальных багов, текстуры, парящие объекты, геометрия, вот такие, знаете, неприятные маленькие визуальные башки. Улучшено освещение, как я уже говорил, и тени в интерьерах и экстерьерах. И это лишь маленькая часть всех фиксов. На сайте вы можете найти огромный список всего, что там починили. Ну и да, подводя итог, мы получили очень такое жирное обновление, неожиданно. И зная Techland, это только начало, потому что они славятся поддержкой своих игр. И, например, первую часть они поддерживали контентом около 10 лет, что звучит безумно. Ну а если вы вообще не знаете, почему люди любят эту серию, то это классный момент ознакомиться. Давайте вкратце вот пройдемся по базе. Я начал играть в серию с первой части, и она меня сразу же зацепила тогда смесью паркура и зомби. Dying Light The Beast вернулся к истокам, потому что вторая немножечко отходила в сторону, но в то же время Dying Light The Beast стал новым глотком свежего воздуха для серии и огромным куском зомби-апокалипсиса от Techland, который пошел в новом направлении, потому что The Beast — это еще более survival horror, который закидывает нас в лесной туристический регион Кастер Вудс, где, естественно, полный звездец происходит, а ночи стали там еще страшнее, поверьте мне. И да, тут, как всегда, есть цикл дня и ночи. Днем зомби вялые, можно пошариться, залутать что-нибудь, но ночью это жесть. Они становятся бешеными и реально опасными. Тебе приходится менять тактику. В бою, играя за Крейна, вы можете из огнестрела бахнуть в кого-то, но в основном тут, конечно, решает рукопашка, и, конечно, это дикий бист мод, где ты просто влетаешь в ярость и разрываешь врагов, используя окружение как оружие и совершая зрелищные добивания. Прокачка персонажа здесь очень глубокая, всю кампанию можно проходить как соло, так и в коопе, если у тебя есть друзья. Можно играть в коопе до 4 человек, это, кстати, гораздо веселее, на мой взгляд. И да, мои личные впечатления от игры, особенно от нового режима, исключительно положительные. Это та сложность, которую я ждал, ощущение, что ты сильный, но мир все еще может тебя наказывать, дарит просто вот невероятный кайф. Ну и, конечно, боевка, я уже упоминал ранее, невероятно сочная, новый физический движок, каждое оружие ощущается. Когда ты рубишь зомби, ты прямо вот видишь эту детализированную мясную физику, как отлетают конечности, как появляются раны, и это не просто боевичок, это прям контактный бой с хардкорной эстетикой, а Beast мод — это прям отдельная тема, когда ты просто отрываешь головы, черепа, руки, очень-очень круто. Во-вторых, конечно, паркур и мир. Где еще ты попаркуришь? Паркур здесь самый вовлекающий в серии. Чтобы куда-то добраться, нужно реально думать вертикально. Ты используешь буквально каждую стену, каждый выступ, связываешь приемы. Ты можешь гонять по лесу на 4×4, но не забывай про ночь. Но ночные погони — это вот прям пик адреналина, стоит все-таки туда выйти. Но там реально опасно. Просто попробуйте отключить фонарь в темной зоне, и вы почувствуете вот эту атмосферу, это напряжение, как рядом кто-то ходит, кто-то что-то дышит, и только UV-свет в безопасной зоне дает небольшую передышку. В общем, мне лично сама игра и это обновление New Game Plus очень-очень зашли. Если вам нравится жестокий, реалистичный ближний бой, адреналиновый паркур, и вы готовы принять вызов в этом новом, более сложном режиме, самое время дать Dying Light The Beast шанс, к тому же скидки хорошие. И да, на этом, наверное, у меня все. Попробуйте сами, оцените новый режим, напишите в комментариях, как далеко вы смогли зайти в New Game Plus, и в целом, как вам самый масштабный апдейт на данный момент. А с вами был Пазл, на этом у меня все. Всего крутого и счастливо, народ!